Наука встревожена. Джеймс Уэбб открыл невероятные пустоты. Используя космический телескоп Джеймс Уэбб НАСА, в феврале 2025 года ученые зафиксировали необычные явления в центре нашей галактики. Гигантская черная дыра в центре Млечного Пути устроила своеобразное световое шоу, напоминающее эффект дискошара. С помощью Джеймса Уэбба группа астрофизиков получила подробнейшее изображение пустоты в центре нашей галактики, где вращающийся диск из газа и пыли, называемый аккреционным, вызывает постоянные вспышки. Эти вспышки не имеют четкой периодичности и могут происходить как в течение коротких интервалов, так и растягиваться на долгое время. Некоторые вспышки представляют собой слабые импульсы длительностью всего несколько секунд, в то время как другие могут быть поистине ослепительными и происходить ежедневно. Вдобавок существует ряд более слабых, но продолжающихся несколько месяцев изменений. Мы наблюдали изменяющуюся пульсирующую яркость, рассказал Фархад Юсефзаде из Северо-Западного университета в Иллинойсе, возглавивший исследование. И вдруг мы видим мощную вспышку, после которой все снова утихает. Мы не нашли закономерности в этой активности. Она кажется случайной, и каждый раз, когда мы смотрим на нее, ее поведение совершенно новое и захватывающее. Эти новые открытия могут значительно улучшить наше понимание того, как черные дыры поглощают материю из окружающей среды, а также помогут прояснить динамику и эволюцию нашей галактики. Для проведения исследования и наблюдения за черной дырой Юсуфзаде и его коллеги использовали камеру NIRCam, работающую в ближнем инфракрасном диапазоне космического телескопа Вебб в течение 48 часов с перерывами от 8 до 10 часов в течение года. Это дало возможность отслеживать динамику изменений активности черной дыры на протяжении времени. Хотя команда ожидала зафиксировать вспышки, наблюдения показали, что пустота проявляет гораздо более высокую активность, чем они изначально предполагали. Результаты наблюдений показали, что вспышки происходят регулярно, отличаются различной яркостью и продолжительностью. Аккреционный диск, окружающий черную дыру, производит от 5 до 6 ярких вспышек ежедневно, а также несколько слабых всплесков между ними. Хотя астрофизики еще не до конца разобрались в процессах, происходящих вблизи черной дыры, Юсуфзаде предполагает, что короткие вспышки и более продолжительные выбросы энергии могут быть результатом двух разных процессов. Он считает, что слабые мерцания, вероятно, вызваны незначительными возмущениями в аккреционном диске. Турбулентные колебания в диске могут сжимать плазму, то есть горячий электрически заряженный газ, что приводит к кратковременному всплеску излучения. Юсуфзаде проводит параллели с солнечными вспышками. Это похоже на процесс, когда магнитное поле Солнца сжимается и затем вызывает вспышку, объяснил он. Конечно, процессы на черной дыре гораздо более экстремальны, ведь окружающая среда там невероятно энергична. Однако активность на поверхности Солнца тоже имеет схожие проявления. По мнению ученого, более мощные вспышки — это результат периодических событий магнитного пересоединения, когда два магнитных поля сталкиваются и высвобождают энергию, ускоряя частицы. Эти частицы, двигаясь со скоростью, близкой к скорости света, создают яркие вспышки излучения. Магнитное пересоединение можно сравнить с искрой статического электричества, которое тоже является своего рода электрическим пересоединением, добавил Юсуфзаде. Благодаря способности камеры NIRCam телескопа Вебб одновременно наблюдать два диапазона длин волн 2,1 и 4,8 микрона в данном исследовании, Юсуфзаде и его коллеги смогли изучить, как яркость вспышек меняется в зависимости от длины волны. И снова они столкнулись с неожиданным открытием. Оказалось, что яркость вспышек, фиксируемых на более короткой длине волны, слегка опережает яркость вспышек на более длинной длине. Это первый случай, когда мы наблюдаем временную задержку при измерении на этих длинных волн, сказал Юсуфзаде. Мы следили за ними одновременно с помощью NIRCam и заметили, что сигнал на более длинной волне отстает от сигнала на более короткой на несколько секунд, а иногда до 40 секунд. Эта временная задержка предоставила дополнительные данные о физических процессах вокруг черной дыры. Одно из возможных объяснений заключается в том, что частицы теряют энергию во время вспышек. На более коротких волнах это происходит быстрее, чем на более длинных. Это явление согласуется с теорией, по которой частицы движутся вдоль силовых линий магнитного поля. Для более глубокого изучения этих процессов Юсуфзаде и его коллеги планируют использовать телескоп Вебб для наблюдений за черной дырой в течение более продолжительного времени, желательно в течение 24 часов подряд. Это поможет снизить уровень шума и позволит ученым рассмотреть еще более тонкие детали. Когда вы наблюдаете такие слабые вспышки, приходится бороться с помехами, объяснил Юсуфзаде. Если мы сможем наблюдать за ними целые сутки, это позволит нам уменьшить шум и увидеть те вещи, которые раньше были недоступны.
Это откроет нам новые возможности. Мы также сможем понять, повторяются ли эти вспышки или они действительно случайны. Новое исследование, проведенное международной командой под руководством ученых из Пенсильванского университета, подтвердило, что яркие объекты, обнаруженные в ранней Вселенной, не соответствуют традиционным теориям о происхождении и эволюции галактик. Используя инструмент NIRSPEC космического телескопа Webb, исследователи выявили 3 загадочных объекта, существовавших примерно через 600-800 миллионов лет после Большого взрыва. Спектральные данные показали наличие звезд, которым уже сотни миллионов лет, что значительно старше, чем ожидалось для столь молодой Вселенной. С еще большим удивлением ученые обнаружили следы сверхмассивных черных дыр в тех же областях. Эти черные дыры в 100 и даже 1000 раз массивнее, чем сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути. Существование таких гигантских черных дыр и старых звезд ставит под сомнение общепринятые модели формирования галактик и роста сверхмассивных черных дыр. Эти массивные объекты были впервые обнаружены в июле 2022 года, когда были опубликованы первые данные с телескопа Webb. Позднее их существование было официально признано. Дополнительный анализ спектров, полученных с помощью телескопа, позволил ученым точно определить расстояние до этих объектов. Это помогло выяснить, что они представляют собой галактики, существовавшие вскоре после Большого взрыва, и что они содержат как старые звездные популяции, так и невероятно массивные черные дыры. Это открытие крайне озадачивает. Оно либо требует пересмотра наших текущих моделей Вселенной, либо указывает на экзотический и быстрый механизм формирования в ее ранней эпохе. Это самый необычный и захватывающий набор объектов, с которым мне приходилось сталкиваться за всю мою карьеру, отметил соавтор исследования Джоэл Леха из Пенсильванского университета. инфракрасные инструменты космического телескопа Webb позволяют ученым заглядывать на 13,5 миллиардов лет назад, в самые ранние этапы существования Вселенной. Эти объекты показывают характеристики как сверхмассивных черных дыр, так и звезд, возраст которых, похоже, значительно превышает тот, что ожидался для таких далеких областей. Ученые пока не могут точно определить, какая часть излучения исходит от каждого из этих источников. Возможно, это галактики, возраст и масса которых гораздо больше, чем предсказывают современные теории. Отделить свет, исходящий от газа, падающего в черную дыру, от света, исходящего от звезд в этих далеких системах, это трудная задача. Наши текущие данные не позволяют четко разделить эти источники, оставляя место для множества интерпретаций. Честно говоря, это захватывающе, потому что перед нами открывается огромный потенциал для новых открытий. Поделился еще один ученый из команды исследователей. Кроме того, если часть света действительно принадлежит сверхмассивным черным дырам, то эти объекты не соответствуют традиционным представлениям о пустотах. Они излучают гораздо больше энергии, чем мы ожидали, и не имеют типичных признаков, таких как горячая пыль и интенсивное рентгеновское излучение. Однако, что еще более удивительно, как подчеркивают исследователи, это их необычайная масса. Что также вызывает вопросы у ученых, так это невероятно компактные размеры этих объектов. Их поперечник составляет всего несколько сотен световых лет, что в 1000 раз меньше размеров Млечного Пути. При этом количество звезд в этих системах примерно такое же, как в нашей галактике, то есть от 10 миллиардов до 1 триллиона. Но объем этих объектов также в 1000 раз меньше. Если бы Млечный Путь сжался до размеров этих галактик, ближайшая звезда оказалась бы почти в пределах нашей Солнечной системы. Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, находящаяся на расстоянии около 26 тысяч световых лет от Земли, в таком случае оказалась бы всего в 26 световых годах и выглядела бы как огромный яркий столб на ночном небе. Ученые планируют продолжить свои исследования, чтобы пролить свет на эти загадочные объекты. Это позволит ученым более точно разделить свет, исходящий от звезд, и излучение сверхмассивных черных дыр. Самое интересное, что одна из огромных пустот была обнаружена совершенно неожиданным образом. В 1981 астроном Роберт Кишнер из Мичиганского университета совместно с коллегами занимался вычислением красных смещений галактик, то есть определить скорость их удаления от Земли. С учетом того, что Вселенная постоянно расширяется, они заметили закономерность. Чем дальше находится галактика, тем быстрее она движется. Этот принцип стал основой для создания трехмерной модели Вселенной. Во время работы с картой, сформированной автоматически, ученые обнаружили нечто необычное. В 700 миллионах световых лет от Земли им удалось найти огромное пустое пространство в форме сферы. Изначально это место хотели назвать Великим Ничем, но позже дали ему более поэтичное название — Войт Волопаса, в честь созвездия Волопаса, мифологического пастуха, который ведет свой звездный плуг вдоль северного полюса Земли.
Диаметр сверхпустоты Волопаса составляет 330 миллионов световых лет, что составляет лишь 27% от размера всей наблюдаемой Вселенной размером 93 миллиарда световых лет в поперечнике. Объем этого гигантского региона составляет около 236 тысяч кубических мегапарсек. Это делает ее крупнейшей известной пустотой во Вселенной. После того, как был открыт Void Волопаса, астрономы начали осознавать уникальность этого региона. Изначально они нашли всего 8 галактик внутри этого пустого пространства, однако последующие наблюдения привели к открытию 60 галактик в области диаметром в четверть миллиарда световых лет. Как отметил астроном Грег Олдеринг, если бы Млечный Путь находился в центре этой пустоты, то мы могли бы узнать о существовании других галактик еще в 60-е годы 20 века. Для сравнения, в окрестностях нашего Млечного Пути есть всего около 2 дюжин галактик, и эта область пространства составляет всего 3 миллиона световых лет в поперечнике. Учитывая, что в среднем расстояние между галактиками во Вселенной варьируется от нескольких миллионов световых лет, можно было бы ожидать, что в такой огромной пустоте, как Void Волопаса, при аналогичной плотности находилось бы около 10 тысяч галактик. Ученые стремятся понять, как могла образоваться столь необычная аномалия в пространстве. Компьютерные модели, описывающие пустоты меньших размеров, которые встречаются гораздо чаще, предполагают, что такие регионы опустели вследствие гравитационного взаимодействия между галактиками. В процессе их сближения и столкновения происходит перераспределение материи, в результате чего образуются пустые области. Этот процесс продолжает усиливаться, и пустоты постепенно увеличиваются. Однако для объяснения сверхпустоты Волопаса этого не хватает. Время, прошедшее с момента рождения Вселенной, слишком коротко для того, чтобы гравитационные силы могли создать пустое пространство такого масштаба. В ответ на это ученые предложили новую теорию, согласно которой сверхпустоты могут возникать в результате слияния нескольких меньших пустот. Грег Олдеринг заметил, что галактики, находящиеся внутри пустот, принимают форму трубчатой, и пустота Волопаса мог сформироваться как результат слияния меньших пустот, подобно тому, как мыльные пузыри сливаются в один большой пузырь. А галактики, принимающие форму трубочек, вероятно, представляют собой следы границ между этими пустотами. Есть также более радикальная гипотеза, которая почти не рассматривалась в научной литературе. В теории пустота Волопаса мог бы быть результатом деятельности цивилизации третьего типа по шкале Кардашева. Если бы такая высокоразвязанная цивилизация занималась колонизацией, ее пузырь мог бы расширяться, затеняя звезды и галактики на своем пути, закрывая их сферой Дайсона. Это могло бы объяснить сферическую форму пустоты, а также ее необычайно ровные границы. Учитывая, что пустота Волопаса находится на расстоянии примерно 700 миллионов световых лет от Земли, а разумная жизнь могла бы возникнуть около 4 миллиардов лет назад, у такой древней цивилизации вполне хватало времени для осуществления космологической инженерии такого масштаба. Конечно, это не что иное, как спекуляция, но из-за странности самого феномена такая гипотеза тоже может иметь право на существование. Пустота в космосе, особенно такая огромная, как Void Волопаса, вызывает множество размышлений. Представьте себе, как сильно потрясло бы осознание полной изоляции, если бы кто-то оказался внутри этой области, где расстояния между галактиками настолько велики, что космос выглядел бы исключительно черным и безжизненным. Это место не только пусто, но и представляет собой практически идеальный вакуум, в котором редкость даже самые мельчайшие частицы, такие как пыль или камни. В пустоте Волопаса взаимодействие частиц могло бы происходить крайне медленно, возможно, даже за эпохи, если это вообще возможно. Это делает область особенной, поскольку ее низкая плотность вещества приводит к интересным эффектам. Например, фотоны, проходя через эту пустоту, могли бы на протяжении миллионов лет оставаться неизменными, в то время как более массивные частицы вещества, скорее всего, будут привлекаться к краям пустоты. Таким образом, этот регион мог бы стать чем-то вроде капсулы времени, в которой все сохраняется в неизменном виде на протяжении долгих временных промежутков. Открытие такого феномена в космосе заставило ученых пересмотреть традиционные представления о структуре Вселенной и процессе формирования галактик. Этот удивительный объект подтверждает, что вещество во Вселенной распределяется неравномерно, а подобные пустоты могут дать ключевые ответы на многие вопросы о нашей Вселенной. Для дальнейшего изучения таких явлений астрономы обращаются к современным 2021 и стал наследником знаменитого телескопа Хаббла. Благодаря своей невероятной мощности и точности Джеймс Уэбб позволяет исследовать такие отдаленные уголки космоса, о которых мы могли только мечтать. С каждым новым открытием этот телескоп помогает ученым глубже понять сложную структуру Вселенной. Главная особенность космического телескопа Джеймса Уэбба — это его способность наблюдать инфракрасное излучение, которое невозможно увидеть человеческим глазом.
Инфракрасное излучение — это тепловая энергия, исходящая от всех объектов, температура которых выше абсолютного нуля. Это открывает для астрономов новые горизонты, позволяя исследовать объекты, которые либо слишком холодны, либо находятся на таких расстояниях, что их свет не может достичь нас в видимой части спектра. Одним из главных преимуществ инфракрасного наблюдения является возможность проникать сквозь плотные облака газа и пыли, которые блокируют видимость. Это особенно полезно при изучении туманности, где рождаются новые звезды. Также телескоп может наблюдать галактики, которые существуют с самых ранних эпох Вселенной, вскоре после Большого взрыва. Из-за расширения Вселенной свет от этих далеких объектов растягивается, смещаясь в красную часть спектра, за пределы видимого диапазона. Однако инфракрасный телескоп способен зафиксировать этот растянутый свет и дать нам представление о том, как выглядела Вселенная в ее начальных стадиях. Еще одной важной областью работы Джеймса Уэбба является изучение экзопланет. Когда свет от звезды проходит через атмосферу планеты, некоторые длины волн поглощаются различными химическими элементами и молекулами в атмосфере. С помощью анализа этих изменений телескоп может определить состав атмосферы экзопланеты, а также обнаружить признаки таких веществ, как вода, кислород и другие элементы, которые могут быть связаны с возможностью существования жизни. Для обеспечения такой выдающейся чувствительности и разрешения Телескоп Джеймса Уэбба использует несколько передовых технологий, каждая из которых была специально разработана для его нужд. Одна из самых значительных особенностей — это его гигантское зеркало диаметром 21 фут и 3 дюйма, состоящее из 18 шестиугольных сегментов. Эти сегменты могут двигаться и точно выравниваться благодаря системе моторов и датчиков, что позволяет телескопу эффективно собирать инфракрасный свет от удаленных объектов и направлять его на 4 научных инструмента, расположенные за зеркалом. Кроме того, телескоп оснащен тепловым щитом, который защищает его от солнечного света и тепла, обеспечивая необходимые условия для работы. Щит состоит из 5 слоев специально разработанного материала, который в несколько раз тоньше человеческого волоса. Эти слои образуют тень для телескопа, снижая его температуру до минус 387 градусов по Фаренгейту. Это важно для предотвращения нагрева телескопа и минимизации собственного инфракрасного излучения, которое могло бы помешать точным наблюдениям. Также в арсенале телескопа находится камера наведения, разработанная канадскими учеными из Института исследования экзопланет Университета Монреаля. Эта камера использует видимый и ближний инфракрасный свет для точного определения положения и скорости телескопа. Она позволяет корректировать орбиту и направление телескопа, обеспечивая его точную навигацию в космосе и уверенное нахождение нужных объектов для исследования. Телескоп Джеймса Уэбба успешно достиг своей орбиты в январе 2022 года, после чего начался процесс развертывания и калибровки всех его систем. В июле того же года были представлены первые снимки, сделанные этим потрясающим инструментом, которые ошеломили ученых и зрителей своей четкостью и детализацией, открыв новые горизонты в изучении космоса. Одним из первых снимков было изображение скопления галактик, возникшего более 13 миллиардов лет назад. Это стало самым глубоким и четким инфракрасным изображением далекой Вселенной, которое когда-либо было получено. Это изображение стало ценным источником информации о том, как начинался процесс формирования и эволюции галактик в ранней Вселенной. Потом Джеймс Уэбб запечатлел туманности Карина и Южного кольца с невиданной ранее четкостью. Эти туманности представляют собой облака газа и пыли, выбрасываемые умирающими звездами или служащие местом для рождения новых. Также телескоп сделал снимок квинтета Стефана, группы из 5 галактик, расположенных на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли. 4 из этих галактик находятся в одной плоскости и взаимодействуют друг с другом под действием гравитации, в то время как 5-я галактика расположена на переднем плане и не участвует в этом взаимодействии. А еще телескоп Джеймса Уэбба осуществил первую спектроскопию экзопланеты WASP-96b, находящейся на расстоянии 1000 световых лет от Земли. С помощью спектроскопии телескоп смог определить химический состав атмосферы планеты, обнаружив в ней воду, а также признаки облаков и тумана. Это открытие стало важным шагом в поисках жизни за пределами нашей Солнечной системы, демонстрируя способности Джеймса Уэбба изучать экзопланеты и их атмосферы. Используя возможности телескопа Джеймса Уэбба, астрономы могут глубже исследовать раннюю Вселенную. Это помогает не только пересмотреть наши представления о ее возрасте и эволюции, но и пролить свет на такие загадки, как черные дыры и пустоты, которые остаются одними из самых сложных вызовов для науки.